Что если рыбаки вытащили сетью не рыбу, а нечто такое, что перевернуло все, что мы знали об океане? В 2014-м у берегов Новой Зеландии рыболовное судно подняло со дна существо размером с автобус, живое, с сердцем весом в 200 килограммов. Норвежские рыбаки в 48-м намотали на трал нечто настолько тяжелое, что лебедка сорвалась с крепления. Когда груз подняли на поверхность, капитан запретил экипажу фотографировать. Но самая невероятная находка была сделана не в открытом море, а в тихой прибрежной зоне, куда рыбаки заходили тысячи раз и никогда не подозревали, что скрывается прямо под килем их лодки. Сеть не шла вверх. Лебедка выла, трос натянулся до звона, а судно начало крениться на правый борт. Капитан Эрик Андерсон из шведского Гетеборга в марте 2009-го скомандовал остановить подъем. Он видел подобное однажды, когда трал зацепил затонувший контейнер. Но эхолот показывал чистое дно. Ничего твердого, ничего металлического. Только что-то живое весом, по показаниям датчиков нагрузки, не менее 8 тонн. Когда сеть все же пошла вверх, из воды первыми показались щупальца. Не 2 и не 3, их насчитали позже 14, каждая толщиной с мужское бедро и длиной около 5 метров. Существо было еще живым. Оно обвило трос и начало тянуть судно обратно вниз. 2 матросов бросились к леерам, 3 побежал за топором. Андерсон запретил рубить сеть. Он уже звонил в береговую охрану и понимал, что если это то, о чем он думает, то наука заплатит за находку больше, чем весь годовой улов. Существо оказалось колоссальным кальмаром – Archaeoteuthis dox, самкой длиной 7 метров 80 сантиметров. Живым колоссальным кальмаром, которого до этого момента никто никогда не поднимал на поверхность живым. Все предыдущие экземпляры находили либо мертвыми на берегу, либо в желудках кашалотов. Ученые знали, что этот вид существует, но понятия не имели, как он движется, охотится и реагирует на свет. Андерсон это выяснил случайно. Когда включили палубные прожекторы, кальмар выпустил облако чернил объемом, по оценке биолога Карин Лундберг, прибывший через 3 часа, около 40 литров, и потерял сознание. Именно так его и удержали на борту. Но находка Андерсона меркнет перед тем, что случилось у берегов индонезийского острова Сулавеси в августе 2018-го. Местный рыбак Асрул Тунру вышел в море на деревянной лодке длиной 6 метров. Сеть зацепила что-то у поверхности. Он решил, что большой плавучий мусор. Когда подтянул ближе, увидел кожу. Темно-серую, в глубоких складках, с запахом, который, по его словам, был как земля после дождя, но сильнее в 100 раз. Туша кита. Не просто кита, синего кита длиной 26 метров, самого крупного животного на планете, мертвого, раздутого от разложения до размеров, которые сделали лодку Тунру совершенно невидимой с берега. Тунру не запаниковал сразу. Он попытался отвязать сеть. Не смог. Узлы затянулись под весом туши. Тогда он позвонил племяннику, племянник позвонил в деревню, и через 2 часа к месту находки подошли еще 5 лодок. Все 5 рыбаков, увидев размер туши вблизи, развернулись и ушли обратно. Один из них, Рахмат Дали, сказал потом журналистам: «Мы думали, это остров. Мы не понимали, что это животное, пока не увидели хвост». Туша пролежала у берега 4 дня, пока власти решали, что с ней делать. За это время раздутое тело увеличилось еще. Газы от разложения растянули кожу до состояния, когда ветеринары отказались приближаться без защитных костюмов. Когда туша все же лопнула, звук был слышен в деревне за 3 километра. Японские рыбаки из порта Фукуока в апреле 2023-го вытащили сетью нечто, что сначала приняли за кусок полиэтиленовой пленки. Белое, полупрозрачное, почти невесомое. Оно растянулось по воде площадью около 20 квадратных метров. Один из матросов потрогал края руками и закричал. Ожог от прикосновения оставил волдыри размером с монету. Это была медуза вида Намура, крупнейшая медуза в мире, но не одна. Их в сети оказалось 7 штук, спутавшихся щупальцами в единую массу весом по итоговым замерам около 300 килограммов. Медузы Намура достигают 2 метров в диаметре и весят до 200 килограммов каждая. Их щупальца содержат яд, который вызывает некроз тканей при длительном контакте. Японские рыбаки сталкиваются с ними регулярно. Нашествия этих медуз случаются раз в несколько лет и уничтожают весь улов целиком, потому что яд пропитывает рыбу прямо в сети. Но 7 медуз, спутанных вместе, не видел никто и никогда. Биолог Кензи Морита из университета Кюсю, изучив видеозапись, заявил, что подобное скопление может означать только одно. Температура воды в этом районе поднялась настолько, что популяция вышла из-под контроля. Но японский случай хотя бы поддавался объяснению. Находка норвежского рыбака Олафа Нильсена у острова Шпицберген в октябре 2017-го. Нет,
Нильсон промышлял треску на глубине около 120 метров, когда сеть принесла наверх существо, которое его палубный журнал описывает как рыба без головы, длиной 3 метра, с кожей, как у крокодила, и 4 рядами зубов на срезе шеи. Голова была откушена. Не отрезана, не оторвана течением. Именно откушена, с ровными следами зубов диаметром около 30 сантиметров каждый. Нильсон сфотографировал находку и отправил снимки в Институт морских исследований в Бергене. Там идентифицировали тело как атлантического большеголова, глубоководную рыбу, которая действительно обитает на таких глубинах. Но никто не смог объяснить, что именно откусило голову. Гренландская акула, единственный хищник таких размеров в этих водах, имеет зубы совершенно другой формы. След не совпал ни с одним известным видом. Похожая история произошла у берегов австралийского штата Виктория в феврале 2016-го, но там рыбаки вытащили не часть животного, а целое, и именно это их напугало больше всего. Сеть подняла рыбу длиной около 1,5 метров с огромными выпученными глазами, телескопически вытянутыми вверх красной чешуей и ртом, застывшим в постоянно открытом положении. Рыбак Дэвид Холл из Мельбурна сделал снимки и выложил их в сеть с подписью «Кто-нибудь знает, что это такое?». Через 6 часов пост набрал 200 тысяч просмотров. Ихтиологи опознали существо как малоротого макруруса, глубоководную рыбу, которая живет на глубине от 800 до 2000 метров. На поверхности она выглядит именно так, потому что резкое падение давления буквально выворачивает ее внутренние органы наружу через рот, а глаза выталкивает из орбит. Холл выбросил рыбу обратно в море. Потом пожалел. Специалисты сообщили ему, что живым этот вид поднимали на поверхность всего 3 раза за всю историю наблюдений. Трос лопнул на глубине 300 метров. Филиппинский рыбак Бенедикто Рейес из провинции Батанас в июле 2021 почувствовал, как судно резко дернулось вперед. Не назад, как бывает при зацепе за дно, а именно вперед, как будто что-то потянуло сеть в сторону. Лебедка не выдержала нагрузки через 40 секунд. Рейс потерял сеть стоимостью около $2000 и 300 метров троса. В отчете береговой охране он написал: «Оно ушло на север. Быстро». Подобные случаи в Филиппинском море фиксируются несколько раз в год. Местные рыбаки называют это явление «тумамас», дословно то, что тянет вниз. Океанографы из Манильского университета в 2019-м опросили 47 рыбаков, потерявших снасти при схожих обстоятельствах. 32 из них описывали движение объекта как горизонтальное и целенаправленное. 19 слышали звук, низкочастотный гул, который ощущался скорее в грудной клетке, чем ушами. Ни один не видел, что именно это было. Версий несколько. Кашалот, запутавшийся в сети, способен тянуть судно весом до 100 тонн со скоростью до 8 км в час. Это задокументировано. Но кашалоты не уходят горизонтально на глубину 300 метров за 40 секунд. Гигантская манта, крупнейший скат в мире с размахом крыльев до 7 метров, теоретически может создать такое усилие, но манты живут у поверхности. Что именно рвет тросы на 300 метрах в Филиппинском море, до сих пор официально не установлено. Еще показательнее случаи с исследовательским судном «Академик Немчинов» в Беринговом море в ноябре 2014-го. Судно опускало донный трал на глубину 450 метров в рамках плановой биологической съемки. Трал пошел вверх нормально, показания нагрузки были штатными, около 800 килограммов улова. На глубине 100 метров нагрузка за 3 секунды выросла до 4 тонн. Судно накренилось на 9 градусов. Старший научный сотрудник Виктор Соколов дал команду стравить трос, иначе лебедка вышла бы из строя. Трал подняли через 20 минут. Он был пустым. Абсолютно пустым, весь улов исчез, сеть была цела, но внутри не осталось ни одной рыбы. Соколов описал это в судовом журнале и добавил единственный комментарий: природа явления не установлена. Датский рыбак Мортен Кьер из Эсберга в марте 2022 пошел дальше всех в попытке понять, что именно обрывает снасти в Северном море. Он прикрепил к тралу подводную камеру с аккумулятором на 8 часов работы. Трал опустили на 180 метров. Через 2 часа 40 минут запись оборвалась, камера вернулась на поверхность без корпуса. Только плата и объектив, замотанные в клочья сетевого материала. На последних 40 секундах записи, которые Кьер выложил на рыболовецком форуме, видно стремительное движение чего-то темного и очень крупного снизу вверх. Размер объекта по отношению к ячейкам сети специалисты оценили минимум в 3-4 метра в поперечнике. Форма не идентифицирована. Кьер снова опустил трал с новой камерой через неделю. На этот раз камера не вернулась вообще. Трос был перекушен в 2 местах с интервалом около метра. Следы на металле были ровными, как от инструмента.
Океан скрывал не только живое, да. В сентябре 2015-го рыбацкое судно из тайваньского порта Цзилун подняло со дна Южно-Китайского моря металлический предмет весом около 180 килограммов, покрытый слоем кораллов толщиной примерно 20 сантиметров. Капитан Чэнь Вэй приказал очистить находку на палубе. Под кораллами оказался артиллерийский снаряд калибра около 300 мм. Японский, времен Второй мировой войны, не взорвавшийся. Команда из 12 человек следующие 4 часа провела в спасательных шлюпках, пока военно-морской флот Тайваня не прислал саперов. Южно-Китайское море ли одно из самых насыщенных, не разорвавшимися боеприпасами в мире. С 41 по 45 здесь затонули сотни военных кораблей обеих сторон конфликта. Рыбаки региона поднимают снаряды, торпеды и мины несколько раз в год. В 2018-м вьетнамские рыбаки из провинции Куангнам за один месяц сдали военным 23 боеприпаса времен войны, все из рыболовных сетей. Ни один не взорвался при подъеме. Специалисты по разминированию называют это везением, а не закономерностью. Но металл на дне бывает не только опасным. В ноябре 2019-го греческий рыбак Никос Пападопулос у острова Антикитера вытащил сетью бронзовую руку. Человеческую руку в натуральную величину с прорисованными венами и ногтями, зеленую от окисления, с обломом в районе локтя. Антикитера — это то самое место, где в 900 году водолазы нашли античный корабль с механизмом, который оказался первым в истории аналоговым компьютером. Бронзовая рука оказалась фрагментом статуи 1 или 2 века до нашей эры. Подводные археологи, начавшие раскопки на месте находки, подняли еще фрагменты той же статуи. Часть черепа, 2 зуба и кусок драпировки. Полная статуя до сих пор не найдена. Греческое дно вообще хранит количество античных артефактов, которые специалисты называют практически неисчерпаемым. В 2022-м у острова Наксос рыбаки подняли амфору с сохранившейся крышкой. Внутри оказалось оливковое масло. Прогорклое, но химически идентифицируемое как продукт прессования оливок сорта, который перестали культивировать около 800 лет назад. Амфора пролежала на дне запечатанной примерно 22 века. Совершенно иного рода находка ждала канадских рыбаков у берегов острова Принца Эдуарда в августе 2016-го. Сеть принесла деревянный ящик, обитый медными гвоздями, с замком, который рассыпался при прикосновении. Внутри под слоем мыла лежали 37 золотых монет. Нумизматы идентифицировали их как португальские эскудо чеканки примерно 1600 года. Откуда португальские монеты на дне у берегов Канады? Вопрос, на который историки дали 3 разных ответа, и ни один не был принят как окончательный. Версия о пиратском корабле, версия о торговом судне и версия о том, что монеты были балластом на китобойном судне, имеют примерно одинаковое количество косвенных подтверждений. Рыбаки получили по канадскому законодательству 20% от оценочной стоимости находки. Остальное забрало государство. Капитан судна Джеймс Коннор сказал журналистам, что на вырученные деньги купил новую лебедку. Старая сломалась как раз при подъеме ящика. Сеть чилийского траулера «Кальмар Рохо» в январе 2021-го подняла с глубины 600 метров рыбу, которой не существовало. Точнее, которая считалась вымершей около 65 миллионов лет назад. Капитан Родриго Фуэнтес сначала решил, что это мусор, бесформенная серая масса с кожей в крупную чешую размером с ладонь. Потом масса пошевелилась. Рыба была жива и оставалась живой еще около 3 часов на палубе, пока судно шло к берегу. Ихтиолог Карлос Варгас из университета Консепсион опознал ее немедленно. Латимерия целакант. Живое ископаемое, чья родословная уходит на 400 миллионов лет в прошлое. Первый живой экземпляр был найден у берегов Южной Африки в 1938 году и произвел в научном мире эффект, сопоставимый с находкой живого динозавра. С тех пор латимерии находили только в 2 местах планеты. У Коморских островов, в Индийском океане и у индонезийского Сулавеси. У берегов Чили — никогда. Расстояние от известных мест обитания до точки поимки составляет около 15 тысяч километров. Варгас опубликовал статью с единственным вопросом в заголовке «Как она туда попала?». Ответа нет до сих пор. Латимерия не способна к длительным миграциям. Она медлительна, привязана к конкретным подводным пещерам и не переносит воду теплее 20 градусов. Маршрут из Индийского океана в Тихий через холодные воды у южной оконечности Америки теоретически возможен, но требует от животного поведения, которое противоречит всему известному о виде. Еще более необъяснимая находка была сделана в Японском море в марте 2018-го. Рыбаки из Ниигаты подняли сетью акулу длиной около 2 метров со совершенно прозрачной кожей. Сквозь нее были видны внутренние органы, позвоночник и движение крови в крупных сосудах. Акула была живой.
Местный рыбный инспектор Такаши Ватанабе, прибывший на причал через 40 минут, сначала решил, что речь идет о больном животном с патологией пигментации. Генетический анализ показал другое. Акула принадлежала к виду, который японские ученые предварительно обозначили как новый, не описанный ранее. Прозрачность кожи оказалась не патологией, а нормальным состоянием для этого вида. Это означало, что где-то в Японском море живет популяция акул, которых никто никогда не видел, не описывал и не изучал. Университет Токио запросил тушу для исследований. Рыбаки к тому моменту уже выбросили акулу обратно в море, живую, потому что не знали, что с ней делать. Ватанабе сохранил только несколько фотографий на телефон. По этим фотографиям японские ихтиологи написали предварительное описание вида. Полноценная научная классификация до сих пор невозможна. Больше ни одной особи поймать не удалось. Южнокорейские рыбаки у острова Чеджу в октябре 2022 подняли существо, которое не поддалось классификации вообще. Тело длиной около 80 сантиметров, 12 конечностей, расположенных симметрично, кожа с биолюминесцентными пятнами, которые продолжали светиться синим через 2 часа после гибели животного. Зоолог Пак Джун Хо из Сеульского национального университета, изучив образцы тканей, установил, что существо не принадлежит ни к одному известному классу животных. Ни моллюск, ни ракообразное, ни иглокожее. Генетический анализ показал последовательности, не совпадающие ни с одной записью в мировых биологических базах данных. Пак Джун Хо отправил образцы в 4 ведущие лаборатории мира. Все 4 подтвердили его вывод и добавили собственный. Возраст клеточных структур существа по изотопному анализу составляет не менее 120 миллионов лет. Это не означает, что животное прожило 120 миллионов лет. Это означает, что его вид не изменился за 120 миллионов лет. Совсем. Норвежский рыбак Харальд Бьорнстад из Тромсё в феврале 2020-го вытащил сетью рыбу с человеческим лицом. Не метафорически, буквально. 2 глаза, расположенных фронтально, как у человека, а не по бокам головы. Выраженные надбровные дуги. Структура анатомически идентичная носу. Рот с губами. Бьорнстад снял видео на телефон, и оно набрало за неделю около 40 миллионов просмотров. Ихтиологи идентифицировали рыбу как волчью. Анархихас лупус – обычный вид для норвежских вод. Фронтальное расположение глаз у этого вида действительно существует, и в сочетании с мощными челюстями, предназначенными для дробления моллюсков, создает именно такое впечатление. Бьорнстад съел ее на ужин и сказал, что вкус обычный. Куда менее обычной оказалась находка американских рыбаков у берегов штата Массачусетс в июне 2019-го. Сеть подняла существо, которое команда судна Мэри Джейн из Глостера первоначально приняла за большой кусок водоросли. Темно-зеленое, плоское, с неровными краями, оно лежало на палубе без движения около 5 минут. Потом начало дышать. Жабры открылись по всей длине тела. Не с одной стороны, как у обычной рыбы, а по всему периметру существа одновременно. Капитан Томас Хенлон насчитал их 22 пары. Зоолог морского биологического института Вудс-Холл Сара Мортон установила, что это химера. Редчайшая глубоководная рыба, дальний родственник акул, которая обитает на глубинах от 500 до 2000 метров. Конкретный экземпляр принадлежал к виду Hydrolagus trolli, описанному учеными всего за 18 лет до этого, в 2002. До поимки у Массачусетса этот вид фиксировался исключительно в Тихом океане. Как он оказался в Атлантике, без ответа. Мортон сохранила образцы тканей и отпустила химеру живой. Та ушла на глубину за 4 секунды. Индийские рыбаки из штата Керала в декабре 2017-го вытащили нечто, что вызвало в деревне настоящую панику. Существо длиной около 4 метров, покрытое белой кожей без чешуи, с маленькой головой и телом, расширяющимся к хвосту до диаметра около метра. Местные жители решили, что это морской змей из индуистской мифологии – Шеша. Несколько человек отказались подходить к причалу. Рыбаки, поднявшие существо, провели ночь в местном храме. Биолог Рамеш Кумар из Кохинского университета науки и технологий прибыл на следующее утро и опознал животное как ремень-рыбу – Регаликус глесне. Это самая длинная костная рыба в мире, достигающая 17 метров. Она живет на глубинах до 1000 метров и практически никогда не поднимается к поверхности живой. В японской культуре ремень-рыба называется рыбой страшного суда. По поверью, она появляется у берегов перед землетрясениями и цунами. За 3 дня до находки в Керале у берегов того же штата был зафиксирован подводный толчок магнитудой 3,2. Кумар назвал это совпадением. Местные рыбаки с ним не согласились. Самую странную реакцию вызвала находка у берегов Новой Каледонии в августе 2023-го. Французский рыбак Жан-Пьер Лемуан поднял сетью существо, которое он описал как шар с глазами. Идеально сферическое тело диаметром около 60 сантиметров,
покрытая шипами длиной до 10 сантиметров, с двумя крупными глазами на противоположных сторонах сферы и отверстием снизу, которое ритмично открывалось и закрывалось. Лемуан привез находку в Порт-Нуме, где ее осмотрел морской биолог Антуан Дюваль. Дюваль провел с существом 2 часа, сделал около 300 фотографий и взял образцы слизи с поверхности шипов. Потом написал в своем профессиональном дневнике одну фразу: «Я не знаю, что это такое, и это лучший день в моей карьере». Генетический анализ слизи показал принадлежность к классу иглокожих, той же группе, что морские ежи и морские звезды. Но ни один из известных видов иглокожих не имеет подобной формы тела, подобного размера и подобного расположения сенсорных органов. Дюваль подал заявку на описание нового вида. Заявка находится на рассмотрении. Некоторые тайны океана раскрывались именно тогда, когда казались окончательно неразрешимыми. В мае 2022-го исландские рыбаки из Рейкьявика подняли сетью существо, которое местная пресса немедленно назвала морским монстром. Фотографии облетели весь мир за 12 часов. Темная туша около 8 метров длиной, с остатками того, что выглядело как перепончатые крылья, сложенные вдоль тела, и длинным хвостом с костяным наростом на конце. Исландское агентство по охране природы заблокировало публикацию дополнительных снимков до завершения идентификации. Идентификация заняла 4 дня. Туша оказалась гренландской акулой в стадии глубокого разложения. Гренландские акулы при разложении теряют кожу неравномерно. Сначала с боков, обнажая мышечные пласты, которые при усыхании приобретают форму, напоминающую крылья. Хвостовой нарост оказался паразитом, веслоногим рачком Оматокойта элонгата, который прикрепляется к роговице гренландской акулы и живет там годами, постепенно вызывая слепоту хозяина. У этого экземпляра паразит разросся до размеров, которые специалисты назвали рекордными – около 22 сантиметров. Гренландская акула, судя по всему, была слепой последние несколько десятилетий своей жизни. Возраст акулы определили по хрусталику глаза, единственной части тела, которая не обновляется в течение жизни. Результат – от 380 до 420 лет. Эта акула родилась примерно тогда, когда Галилей впервые направил телескоп на звезды. Другая многолетняя тайна закрылась в Тихом океане в июле 2018-го. С 80-х годов рыбаки нескольких стран периодически сообщали о звуке под водой, очень низком, около 52 Гц, который не совпадал с частотой вокализации ни одного известного вида китов. Обычные синие киты издают звуки на частоте от 10 до 40 Гц. Этот источник работал на частоте 52 Гц и перемещался по Тихому океану в одиночку. Ученые назвали его самым одиноким китом в мире. На его частоте его не слышал никто из сородичей, и он не слышал их. Японское исследовательское судно Мицуи Мару в июле 2018-го зафиксировало источник сигнала гидрофонами с точностью до 2 километров и опустило подводный аппарат. На глубине около 120 метров аппарат снял синего кита с явными анатомическими отклонениями в строении гортани, увеличенными резонирующими полостями, которые и давали нестандартную частоту. Кит был не один. Рядом держалась самка и детеныш. Это означало, что кит все же нашел пару. Либо самка тоже имела схожую аномалию, либо научилась воспринимать его частоту. Оба варианта одинаково невероятны с точки зрения биологии. Тайна исчезновения улова с судна академик Немчинов, о которой говорилось выше, тоже получила частичный ответ, но не тот, который ожидали. В 2021-м российские океанографы при плановом картировании Берингового моря обнаружили на глубине 400 метров в районе тогдашнего маршрута судна термальный источник диаметром около 30 метров. Температура воды над источником была на 18 градусов выше окружающей. Рыба, попавшая в зону нагрева, немедленно уходила вертикально вниз. Инстинктивная реакция на перегрев. Трал прошел прямо через эту зону. Весь улов просто ушел сквозь ячейки сети вниз за секунды. Виктор Соколов, узнав об этом, дописал в судовой журнал под своей старой записью одно слово «понятно». Но самое неожиданное объяснение получила история датчанина Мортена Кера с перекушенным тросом. В марте 2023-го другой рыбак в том же районе Северного моря поднял сетью моржа. Обычного атлантического моржа, который не должен был находиться в этих водах в принципе. Популяция атлантического моржа обитает у Шпицбергена и Гренландии, в сотнях километров севернее. Морж был крупным самцом с клыками длиной около 70 сантиметров. Гидробиолог Ани Соренсен из Копенгагенского университета установила, что тросы именно такого диаметра, какой использовал Кер, морж способен перекусить клыками за 2-3 движения. Следы на металле совпали с формой клыка атлантического моржа с точностью, которую Соренсен назвала однозначной. Морж, судя по всему, запутался в снастях, вырвался и ушел, и никто не видел его ни до, ни после.
В декабре 2022 рыболовное судно «Санта-Роса» из перуанского порта Кальяо вышло на промысел анчоусов в стандартный район, около 150 километров от берега, глубина под килем около 300 метров. Капитан Луис Торрес опустил трал в 7 утра. В 9:45 эхолот показал под судном объект, которого не было 10 минут назад. Не рыбный косяк, единый объект длиной по показаниям прибора около 60 метров, движущийся горизонтально на глубине 180 метров прямо под килем. Торрес немедленно начал подъем трала. Трал шел вверх нормально, да объект на эхолоте не реагировал на судно и продолжал двигаться своим курсом. Когда трал поднялся до глубины 50 метров, объект на экране внезапно изменил курс на 90 градусов и ускорился. Эхолот зафиксировал скорость около 25 километров в час. Через 4 минуты объект вышел за пределы радиуса обнаружения прибора. Трал поднялся пустым, ни одного анчоуса, хотя косяк плотностью около 8 тонн на гектар был зафиксирован в этом районе за час до погружения. Торрес подал рапорт в перуанскую морскую администрацию. Рапорт был зарегистрирован под стандартной категорией «Необъясненное подводное явление» и передан в Институт моря Перу. Там установили, что за предшествующие 6 месяцев аналогичные рапорты подали еще 7 капитанов в том же районе. Все 7 описывали объект схожих размеров, движущийся на глубинах от 150 до 200 метров. Ни один не мог идентифицировать источник. Ни один трал, опущенный в момент присутствия объекта, не принес улова. Институт моря Перу направил запрос в Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Ответ пришел через 3 недели и содержал единственную значимую информацию. В указанном районе Тихого океана за последние 2 года температура воды на глубинах от 100 до 200 метров поднялась на 3,7 градуса. Это вывело из привычного ареала несколько крупных видов, в том числе кашалотов, которые обычно держатся значительно западнее. Кашалот длиной 18-20 метров на эхолоте дает отметку около 50-60 метров с учетом акустических искажений. Скорость уходящего кашалота может достигать 30 км в час. Это объяснение устроило администрацию, оно не устроило капитана Торреса. Он указал на 2 факта, которые в официальном ответе не были учтены. Первый, кашалоты не движутся строго горизонтально на постоянной глубине. Они ныряют и всплывают, и эхолот фиксирует это изменение глубины. Объект под Санта-Росой держал глубину 180 метров с отклонением не более 3 метров на протяжении всего времени наблюдения. Второй факт. Разворот на 90 градусов с одновременным ускорением. Там маневр, на который кашалоту требуется не менее 2-3 минут. На эхолоте смена курса заняла меньше 10 секунд. Торрес отправил свои возражения в институт письменно. Ответа не получил. В феврале 2023 он снова вышел в тот же район с дополнительным гидрофоном, арендованным за собственные деньги. Объект появился на эхолоте на 3-й день. Гидрофон в момент его присутствия зафиксировал звук. Низкочастотный импульс около 38 Гц, повторявшийся с интервалом точно 7 секунд. 7 секунд не приблизительно, а с точностью до десятых доли секунды при каждом повторении. Ни одно известное морское животное не производит звуковых импульсов с такой механической регулярностью. Запись Торрес передал в 3 независимые акустические лаборатории. Все 3 подтвердили. Интервал между импульсами постоянен, природа источника не установлена. Торрес так и не получил ответа на свой вопрос. Зато ответ на вопрос из самого начала этой истории, что именно вытаскивают рыбаки из океана, оказался одновременно простым и невозможным. Они вытаскивают то, чего не должно существовать, каждый раз. Официальная статистика говорит следующее. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в мире совершается около 4 миллионов коммерческих рыболовных рейсов. Из них около 800 случаев в год классифицируются как нестандартный улов. То есть подъем объекта, который не поддается немедленной идентификации. 800 случаев в год – это больше 2 в день. Большинство получают объяснение в течение нескольких дней или недель. Около 40 случаев ежегодно остаются без официального объяснения. Навсегда. Новозеландский рыбак Стюарт Фрейзер в июне 2023-го вытащил сетью у берегов острова Стюарт нечто, что поставило точку в этой истории, точнее любого научного отчета. Сеть принесла наверх яйцо. Не рыбья пластичный белый мешок диаметром около 30 см и длиной около 60 с кожистой оболочкой толщиной примерно сантиметр, внутри которого что-то двигалось. Фрейзер не стал его вскрывать. Он снял происходящее на видео и отвез яйцо в Национальный институт водных и атмосферных исследований в Веллингтоне. Там установили, что это яйцо южной семижаберной акулы Notorhynchus cepedianus. Сам по себе этот вид не является редкостью. Редкостью является яйцо. Семижаберные акулы, яйце живородящие, они не откладывают яйца во внешнюю среду. Никогда. Это противоречит всему известному о репродуктивной биологии вида. Биолог Мелани Хант, изучавшая находку, выдвинула единственную рабочую гипотезу. Самка была ранена или испытала сильный стресс и исторгла яйцо преждевременно.
Детеныш внутри был живым. Его выходили в контролируемых условиях, и через 4 месяца молодая акула длиной около 40 сантиметров была выпущена в океан у берегов Веллингтона. Это и есть ответ на вопрос о том, что скрывает океан. Не монстров и не инопланетные объекты, хотя записи Торреса до сих пор не объяснены. Океан скрывает версии жизни, о которых наука знает меньше, чем думает. Ну как, кто думал, что океан прячет не только сокровища, но и загадочные яйца акул? Если вам интересны такие истории, загляните на наш сайт whiteori.com, там еще больше увлекательного. Ссылка в описании. 71% поверхности Земли покрыт водой. Детально исследовано менее 20% дна Мирового океана. Остальные 80%, но это белые пятна на картах, которые существуют в 21 веке, так же, как существовали в 15-м. Каждая рыболовная сеть, опускаясь на глубину, пересекает границу между известным и неизвестным. Колоссальный кальмар Андерсона Латимерия у берегов Чили, существо Пак Джун Хо с клетками возрастом 120 миллионов лет, все они поднялись на поверхность не потому, что наука их искала. Они поднялись потому, что рыбак бросил сеть в нужном месте в нужное время. Последний задокументированный случай на момент написания этой истории. Март 2024-го, Баренцево море. Российский траулер «Полярная звезда» поднял со дна предмет, который капитан описал в судовом журнале 3 словами. Не знаю что. Рапорт подан. Идентификация продолжается.